Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Свалхолд, и сегодня мы продолжаем нашу великую кампанию за людишек. Но перед началом я бы хотел вам порекомендовать, вернее, рассказать то, что я сделал за последнее время. Ну, начнем с самого интересного. Я сделал свой собственноручный перевод данной игры. Скачать вы его можете по ссылке в описании данного ролика. Он ведет на Steam. И уже если у вас, так сказать, лицензия, вы можете просто подписаться и играть. Если вы одолжили игру у друга, там будет ссылочка на Google Диск. Какая много работы здесь была проделана, если вкратце, это переведены полностью все руководства, как минимум. То есть если меня смотрят новички какие-нибудь, которые не понимают некоторых аспектов, они могут это зайти, почитать. Это первое. Второе, были переведены всякие мелкие. То есть я благодаря тому, что перевел все, ну, большую часть контента, я теперь понимаю, как работают вот эти склады, вот эти кнопочки. Я разобрался, полностью исправил нашу логистическую проблему со складами. И мне пришлось немножечко откатить наш прогресс, потому что там была уже конечная. Там уже ГГВП, там у меня 600 заболевших, все умерли, и все. Про как мученики отправились в рай. Что было сделано мной здесь? Здесь я, поставил столярки еще дополнительно, поставил госпиталь. Спасибо большое человеку, который подсказал, что госпиталю опционально нужен опиаты. Как видите, я не нашел, где это переводится. Ну ладно. Самое интересное касаемо перевода, здесь теперь вы можете понять, что пишут ваши туристы. Я нашел, где это переводится, я это перевел. И теперь вы можете реально почитать. Ну и касаемо самих граждан, теперь у них здесь тоже все на русском. То есть вы можете понять, что это за человек, чем занимается, какие у него есть интересные приколы. И очень много еще таких моментов было переведено. Некоторые моменты я еще пропустил, потому что просто не знаю, где это находится. Но я думаю, в будущем буду дорабатывать данный перевод, улучшать. И сейчас есть, я знаю точно, проблема, что оно работает только на Windows. Как оно работает на Linux и на Mac, я не знаю, этот перевод, поэтому надо будет еще с этим поработать. Но я вам говорю, я не программист, я не знаю, как это делать, поэтому буду сам изучать. Но касаемо самой игры, что было сделано интересного? Построен госпиталь, я построил врача, то есть теперь у нас с медициной все отлично. Видите, у нас теперь здесь 3, а было 0,5. То есть теперь у нас медицина должна быть все отлично. Здесь были немножечко достроены районы. Я поставил везде по врачу по уборной. В таких маленьких жилых районах кузница была организована, плавильня. Здесь также дорожки были сделаны. Здесь также был врач уборная. Разобрался со складами и понял, почему у меня падало производство. Падало у меня производство по одной простой причине. Смотрите, у меня есть ремонтники. Ремонтникам нужно определенные виды ресурсов для того, чтобы они функционировали и могли чинить наше строение. Это все логично и понятно. Но проблема была в том, что из-за того, что я делал со своими складами такие приколы, то есть у меня вот был главный склад, и, допустим, у меня был склад камня, и весь камень хранился на этом складе камня, да? И была проблема в том, что этим ремонтникам не хватало камня для починки, потому что здесь его не было доступности, а туда они ходить не хотели. Поэтому как я это решил? Я сделал просто небольшие такие, по одному ящику выделил под камень, дерево, фурнитуру, керамику, резной камень, инструменты и железо. И сделал склады, их, во-первых, подписал, чтобы было понятно. И сделал как? Я нажал кнопочку «Извлечь» и поставил, чтобы они извлекали только конкретный ресурс с конкретных складов. Благодаря чему они из этих больших складов переносят себе на локальный склад, так сказать. И ремонтники уже его берут в оборот и спокойненько здесь все чинят, и благодаря чему мы существуем. Ура! Все. На одном дыхании сказал, я молодец. Что еще было сделано интересного? Построили резчика по камушку. Также здесь у нас есть врач, есть уборная. Короче, занялся нашим, так сказать, облагораживанием нашей территории, чтобы нашим гражданам жилось получше. Вопрос медицины теперь у нас закрыт. Остался вопрос закона. Да, с ним есть проблема, но самая главная наша проблема это сейчас технологическое развитие, точнее отставание в нем. Поэтому вот, как-то так, новости коротенькие. Касаемо, кстати, перевода, если есть желание меня поддержать и отблагодарить, вы можете, само собой, поставить лайк под этим видео, как минимум, как минимум. Также можете оценить сам перевод в мастерской Steam, это тоже всегда хорошо, потому что 5 звездочек там приятно мне было бы видеть. Ну да ладно. Но если есть желание поддержать меня материально, вы это всегда можете сделать по ссылке в описании, там есть ссылочка на Donation Alerts, если есть желание, конечно же. А так, я всегда очень был бы рад видеть вас в своем ТГ-канале, где происходят анонсы,
новости, я делюсь с вами какими-то своими переживаниями, спрашиваю вас советы, провожу голосование и, в принципе, стараюсь с вами как-то коммуницировать не так часто, как хотелось бы, потому что я такой интровертик в этом плане немножечко. Поэтому как-то у нас это так получается на данный момент. Дальнейшие наши цели на развитие. Это стабилизировать, конечно же, нашу промышленность. То есть, кстати, я же еще посадил вот опиаты, посадил хлопковые, но это вы уже помните, наверное. Производим ткань. Самое интересное, я сделал небольшой торговый райончик. То есть теперь у нас здесь в автоматическом режиме продаются хлопок излишки, излишки скота, потому что он пропадает быстрее, чем реализовывается, поэтому лучше сразу продавать, как у нас появляется. Продаем излишечки ткани. Ну и четвертый, так сказать, запасной под всякие там приколы. Дальнейшие наши планы — это развитие, конечно же, технологий, то есть будем накачивать наши лаборатории большим количеством людей, построим библиотеку, потому что в этом трае она была не построена. Также мне бы хотелось заняться, в первую очередь, это естественным, так сказать, воспроизводством наших жителей за счет роддомов, точнее детских садов, то есть чтобы у нас жители сами появлялись, но для этого я хочу еще изучить вот такую интересную вещь, как школу, чтобы у нас они появлялись, сразу получали какое-то базовое образование и как бы кайфовали, потому что если смотреть вот здесь, не уверен, кстати, здесь увидим ли мы этот момент, касаемо того, насколько сильно он образован, ну, может быть, мы где-то это сможем увидеть. Давайте поищем. Где у нас уход. Кстати, я еще выкрутил уход на пенсию. То есть раньше у нас очень много было пенсионеров. Я решил этот моментик немножечко убрать, будем честны, чтобы у нас больше было рабочих рук. Касаемо вот этой битвы, потребности. Вот образование, видите, оно сейчас никто никак не образован, из-за чего мы не получаем никаких бафов, потому что это все иммигранты. Как только у нас появятся дети, так сказать, естественное воспроизведение нашего населения, а не за счет миграции, то они будут уже там выходить образованные, там хотя бы процентов 15, и мы будем чувствовать себя уже очень так твердо стоящими на ногах, потому что мы сможем более эффективно производить и работать, в принципе. Из интересного, я еще начал потихонечку перестраивать наши дома в дерево, а дороги сделать такие каменные, чтобы, во-первых, они передвигались побыстрее, во-вторых, чтобы у наших людей был довольно-таки хороший уровень довольства этими дорогами. Ну и построил немножко пастбищ, нужно будет еще одно поставить, наверное, туров, для того, чтобы у нас появилась кожа, и мы увеличили производство нашей одежды, потому что у нас в этом есть определенные трудности. Ну и проблема психбольных остается открытой, но, к сожалению, закрыть мы ее сможем не скоро. Нужно 60 знаний, это довольно-таки сейчас проблематично для нас, поэтому давайте мы потихонечку будем заниматься уже тем, что у нас есть. Начнем, наверное, с туров. Ага, идеально влезли. Ну и будем потихонечку, тут еще рабов подкупал. Как-то так мы в этом плане двигаемся. Касаемо названия для наших батальонов, они следующие. Это Имперский легион, наш элитный отряд. Потом Воля Императора, Iron Fist, Инквизиция, Салаги, ну и Гнев Императора. Последние два они еще формируются, потому что у нас очень много людей было, да и есть. И я забыл подстроить просто ополчение, поэтому сейчас они тренируются и, в принципе, уже будут довольно-таки боеспособными. И, как я говорил, я не забыл нашу традицию. Вот все активные люди под прошлым роликом. Огромное вам спасибо за ваши советы, вашу поддержку и то, что вы просто своим пловом под прошлым роликом помогаете мне развиваться. Ну и также огромное отдельное спасибо хотел я выразить Анонима. В честь него мы назвали лабораторию имени Анонима за поддержку канала в размере 10 тысяч рублей. И столярка имени Гладиуса за поддержку канала на 50 рублей. Огромное вам спасибо. Ну, а мы продолжаем наше дальнейшее развитие нашей, так сказать, небольшой маленькой империи. На глобальной карте, кстати, происходит в целом ничего особо такого интересного. Мы не дружим с этими. Здесь произошел военный какой-то переворот. Или, ну, короче, почему-то свиньи теперь здесь у власти. Раньше были тараканы, теперь здесь как бы королева свиней правит. У нас с ней довольно-таки теплые отношения, насколько это возможно. По крайней мере, мы с ней торгуем. Таракан нас ненавидит, потому что большинство наших рабов принадлежат к расе тараканов. Да, очень много. А свинюшек на все 3 раба, как бы. Не так страшно, поэтому в целом с этим можно работать. По еде у нас есть некоторые проблемы, но мы сейчас занимаемся этим вопросом. Сейчас мы достроим пастбище, у нас люди пойдут делать еду, пойдут делать шкурки. Будем строить уже библиотеку для производства непосредственно
знаний. Это же знания называются, да, чтобы производить нам знания. Потому что инновационность у нас вроде бы производство есть, а вот производство знаний у нас пока что, к сожалению, нет. Касаемо нашего производства ресурсов, мы более-менее здесь в некоторых моментах смогли выйти. У нас не смотрите на нехватку рабочих, я это прекрасно знаю. У нас просто сейчас 46 человек тренируются, наши новобранцы, для пополнения новых наших подразделений. Как они закончат, у нас эта проблема решится. Это временные трудности. Главное, чтобы у нас еды хватило на данные временные трудности. Сейчас у нас есть деньги, можно, кстати, насчет денег. Давайте пойдем, наверное, и купим нам рабов. Я хочу покупать, наверное, эльфов. Мне эльфы нравятся, у нас бюджет хороший. Вот так можем, ну, нормально, чуть мебели отдадим. 9 эльфов еще себе купим. Я чуть-чуть скипнул случайно. У нас там новый титул, что ли, дался, если я правильно понял. Давайте смотреть. Да, мы теперь легати. Нам дали знания, дали еще дворян и дали инновации. Давайте смотреть. Как раз хватает на школьное образование. Отлично. Возьмем его. Да, возьмем школьное образование. И давайте теперь смотреть, что нам нужно для самой школы. Я там помню, если правильно помню, там нужно будет нам бумажки. Бумажки, да? Да, расход бумаги. То есть нужно сделать нам сейчас бумажную мастерскую. Мы ее сделать можем или не можем? Ну вот просто бумаги. Все, мы ее изучили. Сейчас будем планировать наше производство бумаги. Ну, ко мне пришел работорговец и предлагает купить рабов. Ну, вот как не удержаться? Купим еще тараканов. Они, в принципе, пока не восстают. Ну, там, конечно, у них немножко нервишки подшаливают, но это же рабы, господи, ребят. Рабство мы, конечно же, осуждаем. Конечно же, осуждаем, но как бы данность данной игры, без них здесь никуда, с ними очень приятно и комфортно работать. Нам бы еще, конечно, заняться нашим правосудием, как минимум заняться улучшением наших вышек. Может еще, здесь одной вышки, наверное, маловато, здесь бы еще одну поставить. Но, к сожалению, свободных рук пока что под это все я, к сожалению, не имею. Наши военные отставить. Не надо нам столько бумаги гнать. Нам бумаги нужно совсем крополя. Давайте, может быть, как-то на пищевом складе выделим под бумагу. У нас зерна не так много бывает, как хотелось бы. Ну и давайте, наверное, человек 5 сделаем под бумажку. Не думаю, что у нас будет очень много потреблять. Наши, так сказать, школы. Несчастный случай случился. Подожди. Да, то есть, видите, теперь во время таких несчастных случаев они все попадают, это врач, они попадают все в госпитали, где им оказывается медицинская помощь, благодаря чему они очень быстро возвращаются в строй здоровенькими. У нас, конечно, нет опиатов, но иногда они появляются, и как бы это очень приятненько, побыстрее это происходит. Ну, 3 бумажки мы имеем, значит, можно теперь что делать? Правильно, делать школу. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что потребляют наши детишки. Наши детишки потребляют фрукты, которых у нас довольно-таки много. Отлично, давайте поставим здесь же где-нибудь рядом ясли, вполне себе. Думаю, да, где-нибудь здесь же мы их организуем. Большие нам особо не нужны, потому что это все-таки прирост населения, сами понимаете. Слишком большой не очень нужен, в том плане, что их же нужно кормить, поить, одевать, работу им давать, там место, где они будут жить. А мы не всегда, думаю, сможем себе это позволить. Давайте смотреть колыбельки. Поскольку ты будешь нам выпускать детей. Ну, блин, уже много получается. Предметы обстановки, наверное, давайте еще разбавим немножечко. 28 детей. Многовато. По 3-4 человека. Но это будет очень большой рост, да? Будет с переборами. Ладно, давайте. Давайте 39 детей мы оставим. Хотя... 43, ладно. Я не удержался. Сделаем здесь детский садик и рядом будем строить школу. Школу, наверное, нужно строить чуть побольше. Прям совсем рядом, чтобы им особо ходить не пришлось. Школа у нас сразу будет побольше. Для того, чтобы с запасом. Потому что там есть разные поколения. Типа совсем дети, которые подрастающие. Чтобы, ну, как бы все наши дети могли в полном объеме, сказать, обучаться. Да и в принципе хуже не будет.
Пока 8 маловато. А мы, наверное, не сможем такую сделать огромную, да, как хотелось бы. 29, 34, 38. А, чуть-чуть не хватает, да? Какое с запасом? Тут просто бы сделать, а? Ладно. Сейчас же нужно всякие полки, ковры, да? Ну, ковры, кстати, довольно просто ставить. В том плане, что просто мы сейчас позатыкаем такие дырочки, и будет все отлично. И вот у нас полностью комплектовались все наши отряды. У нас население теперь 1000 человек, но 900 чистыми и с рабами там чуть-чуть. У нас построилась школа, я поставил ограничение на 20 детей за один раз. Сейчас у нас 43 делается. Да, ну ничего, у нас уже появилась наша школа, она функционирует. Потребляет уже определенное количество бумажек, притом очень большое количество бумажек. Нам бы нарастить его производство попозже. Построил новые фермы, поставил еще одну пекарню. Потому что еда наша потихонечку у нас... посылает, кончается. Сейчас здесь 10 сделаем. Как у нас будет? О, отлично. 10 человек вытянуло все это производство. Главное, чтобы у нас зерно вытянуло, пока не тянет. Ну, сейчас ферма достроится, может вытянет. Не вытянет, придется закупать. Потом подрасширять. Сейчас посмотрим, как это все пойдет. Что еще было достроено? А, ну фермы эти, отлично. Касаемо школы, да, нужно будет им бумаги, чтобы они могли, дети, учиться. Потому что они потом будут выходить более квалифицированными. Благодаря чему будут более лучше работать. Более эффективно. А нам это очень надо. Этим мы будем заниматься. Главное сейчас по еде нам не улететь тартарары. И будет отлично. Но ферм здесь явно, я вижу, не хватает. Надо будет еще здесь распахивать. Вот здесь прям плодородное место хорошее, мне нравится. Распахаем здесь чуть-чуть еще ферм. У нас, в принципе, есть железо, можно уже заняться более, так сказать, профессиональным земледелием, ставить орошение, по сути. Но пока у меня нет для этого лишних людей. Ну, когда-нибудь придется этим заняться все-таки нормально. Бумага здесь пока им вроде есть, но десятка потребления это много. Надо улучшаться. Ну вот все отлично, смотрите, по идее у нас хлеб производства довольно-таки много. Зерно мы стабилизировались, мебель у нас потихонечку падает. Можно немножечко еще докинуть нам в столярочку во вторую людишек. 2 человека вполне хватит. Кстати, я уже начал потихонечку выделять инструменты для работы. То есть у нас это выделено пока столярки, выделено производство дерева. Чтобы, так сказать, было чем. Сейчас здесь еще раз пахают, будет лучше. Ну, короче, домов не хватает. Это плохо, кстати, что домов не хватает. Давайте, где бы его продолжить, жилой райончик. Вот здесь есть место. А, ну здесь у нас яма. Яма трупная. Ну вот здесь можно, в принципе, 2 домика воткнуть. Здесь можно 1 воткнуть, в принципе. Здесь маленькие квартирки можно сделать. Что случилось? Красные воды. Дало нам рыбки. И там силу веры, вся фигня. В принципе, неплохо. Сейчас посмотрим. У нас сейчас наше все население это как раз таки иммигранты. Коренное население у нас очень маленькое количество, и они, видите, потихонечку пополняются. То есть, если смотреть, допустим, ну, по имени ладно, меня интересует, здесь можно, наверное, выбрать образование. Или здесь только типа. Вот здесь, наверное, можно по образованности, да? Сейчас мы узнаем. Да, вот я, смотрите, включил наш фильтр образования. И, как вы видите, ну, само собой, только люди. И у нас что, никто не образованный? Да, а ну вон они внизу почему-то все. То есть самые образованные у нас 19%, они вот здесь учатся, да? Это детишки, которые, так сказать, новое поколение. Наруто, Шипуден, новое поколение. Нам нужно увеличивать, да, пашни есть. Ну, вроде цифры рисуют, что много, а вот если смотреть на то, сколько у нас сейчас есть, то выглядит не очень. Ладно, давайте вот так сделаем. Происшествия. Ну, конечно, куда же без наших любимых происшествий. Во, вот так, по идее, вот так чуть-чуть с избытком будет. И мы, по идее, на 20-ку хотя бы сделать, да, я так понимаю? Ну да.
чтобы чуть-чуть копилось. У нас бумажка. Здесь загрузки нормально. То есть у нас теперь, по идее, они будут потихонечку вырастать. Старое поколение будет, так сказать, крякаться. Новое будет потихонечку расти. И в целом... Ой, сосед. Как я тебя... Знаешь, куда во что? Честно, я не уверен, что мы выиграем. Потому что наша армия хоть и элитная, но она вообще не оснащена ничем пока что. Прошлый опыт мне не очень понравился. Давайте я затерплю. Вы можете об этом написать, о том, что я терпила. Да, я затерплю. В этот раз я затерплю. Да. Потому что оно того не стоит вообще пока что. Вот так вот мы сделаем. Купим себе 30 тараканов. То мы рабов отдали. А работать кому-то надо. Вот 30 тараканов пришло, и давайте. О, все поперло. Вопрос то, когда они вырастут, эти дети. Любит играть, ему 3 года. Имеет вес 80 камней. Ух ты, какой большой мальчик растет. А что у вас не так, я не понимаю. Что вам не хватает? Все, видите, врача 100%. Скамейкам не хватает. Вот посмотрите на них. Скамейка. Какие они бедненькие. Скамеечкам не хватает. Ну давайте мы утешим наших друзей. Поставим вот тут скамеечки везде. Пусть они сидят там, отдыхают, в нарды играют. Не знаю, чем они вообще здесь развлекаются. Чем тоже развлекаются, наверное. Поставим тут... А, тут уже есть скамейка. Ну тут, наверное, вот у этих самая беда. У них скамеек, наверное, и нет вообще. В таких районах, потому что они возводились очень на скорую руку, и как бы не везде есть скамейки. Хотя у нас более проблема сейчас острая, у нас 20 человек не хватает на производствах. А я тут скамейки расставляю, ну, как бы, ничего страшного, стабилизируется. Что-нибудь смогут сделать. Куда они все уходят? Да. Да, что не так? Я не понимаю, куда... А, ну, то, что у нас 20 душевно больных, ну, это острая проблема, на самом деле. Знаний у нас нет, я бы, на самом деле, хотел бы, чтобы у нас они были. Может, еще колодки поставить? Ну, всего лишь... Не, 5 знаний, погоди, пока пригодится. Мне нужно 60 знаний на душевно больную лечебницу. Как раз таки, давайте строить библиотеку. Раз мы начали заниматься этим вопросом, хотя у нас опять людей нет. Ладно, будем строить библиотеку. Все, не отвлекаемся. И вот мы наконец-таки достроили нашу библиотеку. Здесь у нас в скором времени, как только у нас вот это уляжется, вот это 20 человек душевно больных, минус 15 рабочих не хватает. Вроде не так все плохо-то. По идее у нас, ну, цифры рисуют красивые, не спорю, по факту пока непонятно. Я жду, когда наши образованные люди наконец-таки выйдут в свет. У нас здесь вон уже, смотрите, уже 50% он тут доучил. Смотри, какие-то образованные, а. И мы в универ-то идти не надо, ты смотри. Вот 48, вот сколько тебе лет? 4-летний, то есть... интересно, у них во сколько здесь? Трудовая порука начинается в 4, в 5, ну, видимо, не в 4, наверное, в 5, в 6 лет они пойдут работать уже. Когда ты пойдешь работать? Уже, ты смотри, какой образованный, 50%. Если такие кадры золотые у нас выйдут вообще, то может и до сотки доучиться. О, как мы-то заживем. Как производство-то влетит у нас. Просто отлично. Ну, сейчас мы дождемся появления этих детей и сразу их отправим уже непосредственно в другие места. У нас, кстати, есть определенные трудности с каменщиками. У нас есть деньги, поэтому мы можем сейчас пока взять и купить резной камушек. Ладно, хлеб дадим еще. Купим резной камушек. Потому что я решил нашим друзьям построить бассейны. А то, видите, у них настроение что-то падает. И у них есть купаться нагишом. Вот. Я им хочу поставить вот такие красивые бассейны. Чтобы они красиво тут купались. Тут я еще распахиваю фермы, потому что зерна что-то как-то прям не хватает нам. Хоть покупай его, что ли. Кстати, почему его купить стоит, мне интересно. Вот если покупать зерно, то как дорого это будет нам стоить? 2000 за 50, да и вообще на самом деле. Фигня, давайте купим.
22 душевно больных. Наше общество больно, я знаю об этом. Но мы справимся. Можно еще рабов купить, кстати. У нас же деньги вроде есть какие-то. Еще тараканчиков купим, штук 10, я думаю. Они очень дешевые. Поэтому давайте купим. Они покрывают, они, в принципе, лояльны довольно-таки пока что. Поэтому давайте за их счет стараться перекрывать нехватку рабочих мест. А мигранты все кончились. К нам больше 43 ребенка у нас есть. Ё-моё. Ну да, вот уже по 7 дней. Меня интересует один вопрос. 5 лет. В 6 они или когда они начнут работать? Любимая еда. Не любят они тилапиев. Какие предпочтения. Ну, тут всякие общие данные. Где нравится работать, где не нравится. Нравится им в универе работать? Ну, конечно. А кому не нравится в универе-то работать? Кстати, какое мы сейчас проводим обучение идет, да? То есть дети 100% детей получают образование. Университетов у нас пока нет, 16 дней, да? Репетиторы, ну это у нас вроде все есть. Зерно мы купили, да, вроде как производство должно быть отличным. То есть, ну, вроде как по еде мы стабилизировали. Затмение. Спасибо, спасибо. У нас куда-то, кстати, делся весь наш обработанный камень, который мы покупали. Окончено. Ладно, не так страшно. А вот и радостное событие. Наши дети отучились и пошли работать. Правда, не все, но потихонечку, видите, они отучиваются. И наша нехватка работы потихонечку уменьшается. Мне нужна очень сильно психология. Пожалуйста. Пожалуйста, дайте мне психологию. Вот эти у нас пацаны, они... Мы пока что не занимаемся производством. Лучше закроем их. Они нам здесь пока не нужны. Да, нам очень нужна психология. Для этого нам нужно что сделать? Нам нужно найти нашу библиотеку. Давай хотя бы 5 отправим. Лучше 10, конечно. У нас уже 1000 человек чистого населения без рабов. Отлично. Благодаря тому, что они обученные, а теперь у нас, по идее, производство должно будет взлететь, скакнуть. Мы по 40 человек я поставил, чтобы они делали. То есть, в принципе, нормально должно быть. И у нас еще благодаря этому поднимается такая вещь, как коренные жители. То есть, видите, наши люди любят коренных жителей, не любят иммигрантов. Еще они хотят дворян, конечно, но, понимаете, проблема с дворянами у нас в каком плане? В том, что мы не потянем, нужны гемы. То есть нужно делать добычу гемов, либо их закупать. Закупать это очень дорого, в принципе, можно здесь заняться разработкой гемов. Но для начала давайте мы разберемся с нашими психами. Самой такой простой проблемой это наши психопаты, которые бегают и не работают, и жрут пайки. Это очень плохо. У нас проблемы с кожей, но ладно. Нам просто психологию бы изучить, и было бы уже отлично. Я изучил технологию, которая позволяет нам улучшать закусочные. Давайте их улучшим, чтобы поднять настроение нашим людям. Также еще изучил технологию, которая позволит нам улучшить рынки. Тоже сейчас мы их всех получаем, как только у нас мебельщики начнут. Ага, у нас тут с мебельщиками тоже прикол есть. У нас нехватка людей, очень жесткая. Давайте ее компенсировать за счет покупки нашей рабской силы. Ну, свинок можно купить. У нас денег довольно-таки много. Давайте сторгуемся. Купим себе свинок. Да, нормально, нормально. Пока нормально. Главное, по еде нормально все вроде как. Итак, ага, у нас проблемка с столярами. Или нет? Есть проблема. 35 нужно сделать хотя бы. Будет отлично. То есть смотрите, как интересно получается. То есть дети смогли до 70% некоторые доучиться. Это отлично. 70%, что они смогли. Ну, конечно, самый минимальный, сколько? 5-7, да. Ну да. Ну, короче, самые умные до 70 доросли, это отлично. Поэтому будем продолжать. У нас здесь, я вижу, есть какие-то проблемы определенного характера. Кстати, давайте вот так тогда уменьшим. Почему-то сюда фрукты не доезжают, но вроде как бы голода не начинается, значит все отлично. Можно здесь, наверное, еще выделить людей.
И будет все неплохо. По знаниям у нас уже 54. Еще чуть-чуть, и мы поставим лечебницу и вылечим этих 12 бедолах, которые выдернуты из нашего сейчас производства, жрут наши запасы. Это не очень красиво с их стороны так делать, будем честны. И сможем уже их обратно вернуть, и они смогут там наконец-таки работать, работать, еще раз работать. Все должны работать на благо нашей империи. У нас есть определенные трудности с производством фурнитуры, опять-таки. Даже не знаю, что с этим лучше сделать. Какие-нибудь, наверное, бафы уже брать стоит. Тут вроде бы... Ну, это кузнец. Это всякие приколы. Это у нас тоже не то. Это просто... Ну, давайте, наверное, основу ремесла возьмем чуть-чуть. Проапаем. Там же не знания потребляются. Не знания, а инновации. Может быть, теперь... Ну, плюс есть. У нас, кстати, очень много угля накопилось. Как интересно. В принципе, можно... Кстати, насчет того, что у нас есть много дерева, мы же можем как сделать? Мы можем сейчас взять деревянные стеночки, правильно? Правильно. Преобразовать и начать вот здесь заниматься вот этим. О, преобразовать, нашел. Сколько? 3000. Ну, давай. Еще тут у нас сейчас уйдет двушечка. Нормально. Конечно, я понимаю, что лучше все это делать их каменными. Давай хотя бы с деревянных начнем. Это повысит их удовлетворенность в типе зданий. Потому что в деревянном жить всяко лучше, чем из говна и палок. Можно им еще фонари поставить, кстати. Стоит вообще дешево. Давайте им пораспихиваем фонарики. Ну, здесь остается ждать теперь детей по большей степени. Потому что мигрантов, конечно, брать можно для таких задач. Но лучше все-таки свое население уже как-то поднимать с колен. Потому что она будет более эффективная, образованная, чем брать толпу вот этих непонятно кого. Ну и как у вас там, кстати, теперь по окружению? Ну, так себе. Маловато, конечно. Но в целом могло быть и хуже. У нас много угля опять-таки, да? Производство всего у нас вроде бы в плюс идет. А только обработанный камень у нас куда-то идет, понятно. И душевная больница не хватает. Ну ладно, давайте, я понимаю. Или знаете, давайте рабов купим. Во. Мы тебе дадим угля. Много. Это все можно дать. В принципе, чуть железа можно, чуть инструментов. Взамен хочу от тебя я свинок. Ты мало свиней даешь, но, видимо, свою расу продавать не хочется. Вот этих бы я взял, на самом деле, мастеровитых вот этих пацанов. Я думаю, сейчас денег. Опа. Отлично. Бунтовать не будете? Нормально все, ребят? Ну, так, скрипануло немножко. Ну, нормально в целом. В целом жить можно. Наконец-таки этот момент настал. Психология. Наконец-таки. Наконец-таки мы поможем всем нашим бедным психам. Наконец-таки начать работать дальше. К сожалению, эти психи будут кушать наши драгоценные припасы. Ну, ничего страшного. Сколько мы здесь? Так, даже. О, как. Вот. Вот. Ладно, сейчас понатыкаем как-нибудь. Побольше, побольше здесь влезало. Ну... Ну да, больше тут не сделаешь никак. Ну, 8 человек за раз. Вполне себе хорошее КПД получилось. Нам только тут перевозчика поставить одного небольшого подпоечки, чтобы наши санитары не бегали далеко, а просто хопа. Взяли, покормили этого психа несчастного. Будем их сейчас лечить. Конечно, не хотел бы я жить рядом с этой психбольницей, но у них выбора нет. Они здесь будут жить. А вот и наша лечебница была достроена. Теперь наши психи постепенно будут становиться нормальными людьми, насколько это возможно, и возвращаться в наше производство. Температура — это плохо. Теперь, раз мы расправились с основными проблемами, которые нас гнали, осталась следующая проблема, которую нам нужно делать. Это производство пищи. Как у нас поживает? Да вроде нормально. В принципе, можно заняться большим проектом по как раз таки... Кстати, а резной камень у нас как?
Отрицательный. Это плохо. Надо больше их ставить. Нас не хватает на содержание. Это плохо. А что не так? Ну что, 3 человек поставим. И пусть они занимаются. Сколько теперь? Ну, в слабенький плюсик. Давай 35 камнетесов сделаем. Инструменты дать им пока не могу, потому что не исследовал необходимо для этого исследования. Кстати, наш же здесь один перевозчик скучал. Давай он будет продавать бумагу. По 8,7 неплохо, кстати. Довольно-таки неплохо. Можно обогатиться. Проблема у нас остается с кожей. Хлеба у нас много. Это значит, что база кормит. Во, все. Сколько тут? Почти всех вылечили. Нормально. Это отлично. С законом, кстати. Касаемо закона. Я могу изучить позорные столбы, как минимум. Ну, колодки. Колодки. Надо колодки теперь растыкать, чтобы туда зэков помещали. Хотя для начала нужно сделать так, чтобы зэки появлялись. Давайте. Казнь теперь будет 80%, а не 100%. Вот. И, конечно, бы нормальную тюрьму поставить. Там суды. Вот чем мы сейчас займемся. Мы поставим теперь шахту для гемов. Ну, для вот этих таких кристалликов, которые нашим будущим дворянам очень будут нужны. Мы это сделаем, чтобы сделать дворян. Да. Потому что дворяне нам нужны, они дают очень вкусные бафы. Но мы не можем добывать их по причине того, что нам нужно 10 инноваций. А инновации у нас, к сожалению, да, пока нет. Ну, производство глины нам не позволяет это делать. Надо... О, я могу им инструменты дать. Производство инструментов это у нас потянет. Сейчас как раз таки мы с вами вместе об этом и узнаем. Камень у нас в профиците чуть-чуть производится. По пище мы живем отлично. На самом деле, мне эта игра очень сильно напоминает какой-нибудь, не знаю, цель-симулятор. Ты сидишь и следишь за показаниями, чтобы все у тебя это работало и не умирало. Здесь можно, наверное, 5 даже сделать. Поле. Ну да. Кстати, мы же можем как посмотреть еще? Касаемо нашего обучения. Здесь можно как... Вот образование 2% у нас только образованных людей. Ну и чем больше образованных, тем более они недовольны. Притом образованные дают бафы на производство, да, на библиотеки, на администрацию. А внушаемые дают бафы, я так понимаю, на такой физический труд и на лояльность. И добавы, наоборот, на всякие производственные цепочки. Хлеба у нас, конечно, да, хлеба прям хорошо. База, колодки появились, давайте посмотрим. Это, по идее, в правительстве казнь, да, колодки, отлично. Так, интересный ивент. Нам, я так понимаю, лесные эльфы предлагают у них купить инфу за 60 тысяч. Ну, давай купим. Что за инфа хоть? Могут нам дать инфу, а могут и обмануть. У нас, я вижу, проблема с одеждой остро стоит, проблема с кожей остро стоит. Очень много остро стоящих моментов. Можно вставить, наверное, еще пастбища, я думаю. В принципе, это можно сделать, да? Где-нибудь вот здесь оно вместится, я думаю, спокойно. Здесь можно еще поставить домики. Домики. 15 подданных ранено. Какая красота. Как-то здесь оно непонятно построено. Оно съехало, рука дернулась. Ну да ладно. Наша лечебница, вижу, справляется отлично. Всего 3 душевных больных сейчас лечится. То есть... А вот зэков у нас много. Уже 6 человек так-то. Не знаю, делать из них рабов, но делать рабов своей же расы. Ну, не знаю. Давайте, наверное, тогда казни поставим 95%. Может, они же все-таки потребляют наши припасы. А зачем нам такие? Нам такие не нужны. Касаемо нашей шахты, которую мы не можем сделать, потому что нам не хватает много чего. Глина в плюс пошла, значит, теперь мы можем что? Можем улучшить нашу лабораторию имени Анонима. До 50 можно поднять.
Инструменты им дать не могу. Вообще бы мне хотелось сделать вот эту штучку, чтобы улучшить лабораторию, чтобы оно эффективнее работало. Но это нужно 50 знаний. А знания у нас сейчас в отрицательном значении, поэтому это только мечтать. Вообще тюрьму бы исследовать, но там опять-таки нужны знания, а знания у нас, вы сами, ну вы сами поняли, короче. У нас проблема сейчас на данный момент. У нас, кстати, ладно, спасибо. У нас много денег, мы можем их сейчас вложить куда? Я бы хотел купить на самом деле резной камушек. Нет, рабов мы давать не будем. А резной камушек для того, чтобы, во-первых, его не хватает опять. Опять, снова его не хватает. Нужно еще здесь. А там вроде уже лимиты, кстати, да? Под лимиты они работают. А, нет еще. Ну давай, тогда до 45 мы поднимем, я думаю. По идее у нас как? Отлично. Производство вроде бы... Да черт поймешь, вроде есть. Я просто строю, видите, вот такие штучки, бассейны. О как. То есть я зря их строил. Ну и ладно. Пусть будут, пусть будут. Это, ну, бывает. Как бы, ну ладно. Проехали пока. Так, меня интересует это гемы, шахта гемов, как они здесь называются, самоцветы. Давайте расположим здесь одну шахту. И будет у нас все, я думаю, с этим отлично. Я исследовал технологию, которая позволяет нам еще на пастбище дать инструменты. В принципе, у нас на удивление пока справляется наша кузница. Хотя, может, сейчас и не справится. Зачем я это сказал? Мы же нормально общались. Зачем я... Зато, наверное, сейчас... Да, ого, полетели. Полетели, друзья мои. О, все, пошло. А железа не хватает. А все, плавильня больше не может. Она фуловая. Надо еще одну строить. Так, ну здесь нормально. По железу. Давай чуть сменим. Кстати, какие мы можем делать вещи? Можем делать здесь мечи, в принципе. Я так понимаю. Было бы, наверное, прикольно это делать. У нас, я вижу, с едой все вообще отлично. По крайней мере, с хлебушком. Будем копить его дальше. Ну и шахта гемов наша потихонечку строится. Хотя у нас есть, как видите, проблема с людьми. Давайте 30-очку возьмем. У нас, кстати, уже коренного населения почти 0,01%. Нормально. Неважно. И здесь нужно шахту гемов быстрее разрабатывать. Для того, чтобы быстрее сделать дворян, чтобы поднять им... Ну, почитать, ознакомиться вы можете сами, а я, наверное, пойду куплю нам опиатов. Подожди. Деньги у меня есть, можно пойти купить немножко опиатов. Не-не-не-не-не. Там сколько стоит? Ну так, наверное, хватит нам. Отлично. На-на-на-на-на-на. Сейчас, секунду. Оп. Ну? Я же тебя купил. Где ты? Опа, все, раздать. Отлично. Все эффекты. Класс. Кстати, вроде бы раньше этот ивент был не переведен, поэтому вот я его перевел. Я буду много об этом говорить, потому что это же классно. Это просто первая моя работа была в таком амплуа, поэтому я очень под впечатлением от нее. Поэтому как-то так. Вот. Сейчас достроим нашу шахту гемов. Здесь сразу же, наверное, мы сделаем небольшое хранилище под гемов. Не думаю, что здесь их будет очень много у нас. Хотя, чем больше, тем лучше. В том плане, что у нас... Нет, 80 человек здесь работать не будет. У нас так людей нет. Давай, ну, 20. 4 гема. 3 гема. Давай вот там по минималочке. 1,5 гема. Нормально. Мы теперь будем богачами. Но, смотрите. Да господи, обработанный камень. Куда ты деваешься? Нам скоро нужно будет еще одного резчика строить. Едой у нас, ну, вроде нормально. Давай еще 20-очку возьмем. Плоховато. Но еще терпимо. Резчиков у нас здесь. Надо им, наверное, инструменты дать.
Что для этого нужно вот здесь? Это нужно 5 чего? 5 инноваций. У нас... Да. У нас с этим все, конечно, прискорбно может быть. И как у нас здесь пока отрицательный рост, назовем это так. Гемы у нас, может, их воруют. Так, смотрите. Так, народ, вы меня не поняли. На рынке гемы тащить не надо, хорошо? У нас их и так мало. О, господи, Хотя, ну, в принципе, в этом что-то есть, ладно. Возьмем еще людей. О, 50 пастбища туров. Теперь еще бонусы мы потом получаем. Отличненько. Людей все равно не хватает, да? Ну, вроде как нормально. Кстати, по коже у нас... В теории она положительная. Но по факту не сказал бы, что очень положительная. Дерево давайте еще порубим чуть-чуть. 12 зэков. Что-то вас многовато, вам не кажется? Ребят. Ребят. Вот. Я могу у всех... Где они вообще все находятся? А, вот они. Так, ребят, казнить. Ну, как-то вы... Очень много потребляете, вам не кажется? О, сразу. И законность сразу у нас восторжествовала. Все сразу стало у нас хорошо. Кстати, насчет законности. Это я понимаю. Что там нужно для улучшения? Ага, кожаная броня. Опа. А ты знаешь, кому нужно идти? Я куплю. Дварфов. Человек 15. По еде у нас вроде нормально. Рабы не бунтуют очень. 36 получили травму. Это плохо. Что в итоге? Гемы есть, значит что? Строим нобилитет. И в следующей серии тогда мы будем давать уже имена нашим дворянам. Дорого. Давайте где-нибудь, ну, вот здесь. Рядом с кладбищем. Не знаю. Давайте, ну да, в принципе, этот район довольно такой. Давайте здесь мы сделаем, так сказать, дворянский райончик. Сделаем, наверное, сколько? Ну, пока 3 дворянских дома мы сделаем. Так сказать, и будет отлично все. Ну да. Это все, конечно, очень дорого. Да куда у меня люди опять деваются? Почему минус 20? Что с вами не так? Кто их в таком количестве высасывает? Где вы работаете? О как. Ага. Я понял. Так, копировать. Не хватает это закусочной. Давайте тогда... Ну, вот здесь и разместим. Почему нет? Там закусочной нам уже не хватает. Надо строить новенькие. Одну здесь давай. Одну можно, наверное. А где я лучше? Вот здесь, наверное, можно. Вполне себе. Будет неплохо выглядеть. Конечно, это опять сейчас рабочие руки у нас лишние, которых у нас нет лишних. Ну, в принципе, кстати, рабство у нас сколько? 94. Ну, можно, наверное, еще пойти подкупить тех же тараканов. Хотя они очень быстро помирают. Ну, давай вот так купим 14 таракашек. Ну, сколько там? 89, нормально. Не должны восстать. Куда у нас так пайки уходят? Православно очень быстро. Употребление 27. А кто их употребляет и зачем? Пайки не для употребления, они для услады глаз. Это все продолжение уже будет в следующей серии. Не знаю, сколько по контента наполненности эта серия получилась. Но надеюсь, что вам она понравилась. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк, напишите в комментариях ваше мнение касаемо данного прохождения. Можете написать свои советы, пожелания. Также всех приглашаю в свой телеграм-канал. Там выходят анонсы, опросы, голосования. И есть чатик, где я отвечаю на ваши вопросы или просто общаюсь с людьми, которые этого желают. Также все желающие, кто хочет, так сказать, попробовать мою версию перевода данной игры, можете ознакомиться с ней по ссылке в описании. И если есть желание поддержать меня не только морально,
но как-то физически. Для этого также есть ссылка в описании на Donation Alerts. На этом все и до встречи в новых сериях.